Если верить официальным данным, Путин Владимир Владимирович родился 7 октября 1952 года в обычной советской семье. В 1975 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета. По распределению был направлен на работу в органы государственной безопасности. В 1985-90-х годах по линии первого главного разведуправления КГБ СССР работал в ГДР. Вступил в КПСС и до 1991 года находился в ее рядах. Затем, когда Компартия перестала отвечать его корыстным интересам, покинул ее и примкнул к партии «Единая Россия». Будучи беспартийным, стал ее лидером, после чего в партии вокруг нее образовалось скопище казнокрадов, коррупционеров, откровенных насильников и прочих негодяев. Ударный отряд единороссов из депутатов Госдумы и членов Совета Федерации во многом стал проводником путинской политики. Достаточно напомнить, что единороссы в парламенте России, не задумываясь, одобрили передачу Путиным китайцев островов в Амуре. Это 340 квадратных километров российской земли. Придали полному забвению российские интересы, поддержав голословное утверждение Путина о расстреле СССР польских офицеров под Катынью. Протащили губительную для страны жилищно-коммунальную реформу и многие другие законодательные акты, больно ударившие по авторитету, значимости России, а также больно ударившиеся по благополучию нашего народа. Свой уход из органов госбезопасности Путин объяснил достаточно просто. Цитирую его высказывание. «Я уже понимал, что будущего у этой системы нет, у страны нет будущего. А сидеть внутри системы и ждать ее распада, я еще оставался в органах, но потихоньку начал думать о запасном аэродроме». А далее он заявил: «Собчак, безусловно, был ярким человеком и видным политическим деятелем, но связывать с ним свое будущее было достаточно рискованно. Все могло просто в один момент развернуться». Мы считаем, что господин Путин и сейчас думает о запасном аэродроме. Вот таково признание будущего директора ФСБ, а потом и президента страны. Я бы это назвал признанием мерзким, циничным, признание приспособленца, но не чекиста и не государственного мужа, который в первую очередь обязан был думать о безопасности и благополучии страны. Эти личностные качества Путина во многом определили мотивацию его поступков на посту президента и председателя правительства России. Достаточно сожаления, что он до сих пор остается у руководства страной.